называет это блюдо долма, кто называет это блюдо голубцы. Но в любом случае это блюдо любят все народы, либо тюркские, либо те, кто хотя бы испытали тюркское влияние. Сегодня мы будем готовить долму, можете называть ее голубцами, постную, и не азербайджанскую, и не турецкую, а так, как ее готовят в современной Болгарии. Ведь болгары православный народ, и они соблюдают посты, и очень часто им приходится готовить какие-то блюда без мяса. Я хочу обратить ваше внимание, что сегодня мы готовим в эмалированном казане. Я налил масло и заложил лук еще в холодный казан. Да более того, сейчас я беру воду, обыкновенную воду, и наливаю немного в лук, для того, чтобы он у меня равномерно пожарился. Это может вызвать удивление. Как же так? Мы жарим и наливаем воду. Но ведь лук тоже состоит из воды. И необходимо очень продолжительное время нагрева для того, чтобы оболочки клеток лука размякли и выпустили из себя вот эту сахарную воду, ароматную воду, которая содержится в луке. Поэтому поступайте как я. Понемножку доливайте воды до тех пор, пока лук не начнет краснеть. Лук сам себе покажет, как с ним надо поступать. Минут 30 ушло на то, чтобы довести лук вот до такого состояния. Еще не повидло, но повидло у нас обязательно получится. А сейчас соль и куркума. Соли на это количество лука уйдет, ну, я думаю, неполная ложка. Это уж минимум. А куркуму можно взять, вот, я думаю, четверть столовой ложки. Ну, сколько здесь? Слушайте, да, сколько получится, столько и возьмите. Мы не ракету в космос запускаем. Мы всего лишь навсего долму готовим. Лук уже того гляди. Вот-вот-вот-вот. И сейчас важно правильно регулировать нагрев. Чем меньше влаги осталось в луке, тем больше в нем концентрация сахара. Тем больше вероятность, что он пригорит. Значит, нагрев надо постепенно убавлять. На кухне у хорошего повара свободного времени быть не должно. Только кажется, что нечего делать. Вот петрушку надо порезать очень мелко. Чем мельче петрушка, тем запаха от нее больше. А нужен именно запах. Причем запах мне понадобится в фарше. Ведь лук мы жарим для того, чтобы приготовить вкусный фарш. Знаете, был бы фарш мясной, все было бы гораздо проще. Добавил мясо, вот тебе и вкусно. А вот ты попробуй сделать вкусно без мяса. Здесь поработать придется. И не столько ножом, не столько руками, сколько головой. Красиво, нарядно, но это вот то, что вам видно. А нам здесь еще и пахнет. Пахнет вкусно. Вот когда достигли расцвета аромата, тогда и надо прекращать обработку продуктов. Это значит, что продукты в основном готовы. Ну как готовы? Это еще пока что полуфабрикат. Начало начинки для постной долмы. Отложим в сторонку. А в казан немножко воды. Ну, посмотреть, конечно, можно под ним сейчас просто прекратить огонь. Но казан нагрелся, он достаточно массивный, набрал в себя тепла. Вот эти кусочки лука, здесь какая-то зелень. Это все может прихватиться. И вот посмотрите на бок этого казана. Полуграмотные люди могут сказать, это пригорело. Нет, это не пригорело. Это то, что называется припек. Вот этот нагар, мы его сейчас растворим этой водой. И он даст очень хороший вкус соусу. Потому что дальше здесь будет готовиться сама долма. Бульон какого цвета становится. Вот только что это была просто вода, да? В некоторых кухнях некоторые повара используют в этот момент бульон. Либо вино. Вино выпаривают, особенно после того, как мясо пожарят. Но даже если и лук вот пожарился, и здесь сахара карамелизовались, припеклись, не стоит их терять. Вот вкус здесь, понимаете? Вкусно петрушка. Многие кавказцы больше любят кинзу. Вот кинзу сюда не надо. И горох. Нохат, нут. То, что называют азиатский горох. По-арабски говорят хумус. Я его ночь замачивал, я его поварил примерно час-полтора. А теперь фасоль. Видите, как смотрятся эти фасолины? Как оливы. А вот как будто жемчуг нереальный. Это у нас чечевица называется. Видите, красота какая? Зеленая, желтая, оливковая, мандариновая. Неужели это не будет вкусно?
не будет, пока мы не добавим булгур. Этот булгур немного обжарили на сковороде, немножко растительного масла, а потом добавили в 2 раза больше воды. Вот берете полстакана булгура и добавляете стакан воды, и пусть на сковородочке потомится. Его вот уже и сейчас можно есть, в принципе, но мы немного подождем. Теперь все, что осталось, это аккуратненько перемешать. Красота какая! Картина из продуктов. Где взять краски для вот этого кулинарного холста? Сейчас все расскажу. Фасоль красная, националь. Чечевица арабская. Мы уже готовили из этой чечевицы турецкий чечевичный суп. Вот здесь подсказка. Посмотрите. О, горох. Лут называется. Тоже националь. И в конце концов булгур. Сильно недооцененная крупа у нас, между прочим. Ну, посмотрите. Ведь праздник. Ведь Рождество буквально. Я не случайно вспоминаю Рождество среди лета. Дело в том, что вот такую долму в Болгарии готовят именно в Рождество. До Рождества готовят постную, а уж после Рождества, разумеется, мясную. Но есть одна особенность. Болгары готовят долму из соленой капусты, либо из квашеной капусты. Специально по осени засаливаю капусту целыми кочанами для того, чтобы в Рождество баловаться долмой. В Рождество же какое же блюдо готовить? Самое лучшее. Но у нас сейчас не Рождество, и очевидно же, что у нас капуста молодая, летняя. Можно и летом приготовить. Тем более, что подают такую долму холодной. Представляете себе в жару, когда нет аппетита, когда не хочется ничего мясного. А у тебя вот такое великолепное блюдо. Ну, конечно же, возникнет вопрос, а где нам среди лета брать соленую капусту? Дело в том, что есть быстрый способ. Вы кочаны капусты замочите в кипятке, пусть полежат там минут 40. А дальше перекладывайте в холодный рассол, приправленный с перчиком, с лавровым листом. Пусть постоит хотя бы 2 дня. Если рассол соленый, капуста молодая, она уже приобретет тот самый вкус, который нам необходим. Ну, в общем-то, можно приготовить из обычной свежей капусты, как мы голубцы готовим, вот точно так же, но соленый вкуснее. Представлять себе от всех этих бобов, гороха, чечевицы, булгура было взято всего лишь навсего по 150 грамм. А посмотрите, сколько фарша получилось. Ведь полный казан. Здесь, если что-то и поместится, то только вот тарелка для того, чтобы голубцы во время приготовления не разворачивались. А теперь надо подлить немного воды. Когда я говорю немного, это значит на самом деле не очень много, лишь бы пар образовался. Во-первых, капуста еще выделит сок. Болгарский перец, который я тоже решил начинить, выделит сок. Овощи обмякнут, долма осядет. И бульона будет столько, что окажется практически полный казан. Маленький огонь, 2 часа, никуда не торопимся. А потом еще и остужаем. Мы обычно расстилаем скатерти, декорируем стол и используем блюда из той страны, из которой и сам рецепт. Но вот нет у меня ни одной скатерти и нет ни одного блюда из Болгарии. Поэтому блюдо я взял из Турции. Я не думаю, что болгары сильно уж побрезгуют. А скатерть я посмотрел в интернете, что за скатерти используют в Болгарии. И понял, что точно такие же, как в Марокко. Будете смеяться. Вот как культура переплетена, понимаете? Материальная культура рассказывает нам о том, какие связи между народами были. Очень похоже на болгарские. Итак, долма остыла, пора подавать. Вот я вам одну вещь скажу. Если, конечно, не пост, просто так вот не хотите мяса и все. Ну, бывает же такое. То можно взять и полить эту долму сметаной. Уверен, очень хорошо получится. Но сегодня я приготовил. И говорю уж пост так пост. Вот здесь у меня томатный соус. Вернее так, томатно-перечный соус. Мы взяли вот точно такие перцы, мы их запекли, сняли с них шкурку. И вот эту всю мякоть добавили к помидорной мякоти. И налили в сотейник. Немного масла, дали упариться практически наполовину. Под конец немного чеснока. А потом весь этот соус непременно протереть через сито.
чтобы не попались какие-то семечки, чтобы не попались какие-то шкурки. И вот почему бы таким соусом не полить эту долму? Я думаю, что очень вкусно будет. Эта долма, по сути, холодная закуска. Давайте посмотрим, как она получилась внутри. И вот знаете, я никогда не пробую то, что я сам приготовил. Перед камерой я имею в виду. Потому что, ну какой смысл в этом? Сам приготовил, сам попробовал, а потом сам себя похвалил. Но дело в том, что это блюдо другого народа. И из уважения к болгарскому народу я немножко этой долмы сейчас попробую, чтобы оценить их рецепт. Хорошо ли это? Ведь я, честно сказать, первый раз такое готовил. Не-не, это нам не пойдет. Поешь такого раз, поешь такого два, а потом либо вегетарианцем станешь, либо заговоришь по-болгарски. Как же по-болгарски это будет приятного аппетита? Будете смеяться. Приятен аппетит!